Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что смотрите, следите за новыми выпусками. Андрей Корчагин на связи прямо сейчас. Андрей, приветствую вас. Здравствуйте, Александр и уважаемые зрители. Андрей, я хочу начать наш разговор с достаточно интересных и своеобразных в духе самого Медведева заявлений Медведева. В общем, нужно денацифицировать Украину, победить киевский режим и перейти к денацификации Европы. Всех разгромить, всех победить, и кто там не захочет, кто не обозначит позицию, те, соответственно, будут пособниками нацистов. В общем, все очень и очень понятно и в духе времени. Я так понимаю, что это общество знания, где он часто выступает, каждый раз выступает с подобными такими мировоззренческими видениями. Это вот нам говорит о приближении 9 мая, Дня Победы. Но абсолютно ведь как-то не ложится вот эта пропаганда, его, может, это его личная позиция, кто его знает, с тем, что проводит Москва. Да, Москва четко заявила: давайте перемирие на 3 дня, пожалуйста. Причем Путин дал распоряжение, а, например, Володин, вот четко говорит: зачем вот так? Чтобы украинцы почувствовали, что они тоже с русскими один народ, 80 лет, круглая дата. То есть мы видим, как с одной стороны, одной рукой уничтожают, разбивают, добиваются победы, камня на камне не оставляют от Киева. С другой стороны, и вопрос легитимности президента как-то так в сторонке. Да и вообще, собственно, один народ, День Победы, общий праздник, давайте вот на 3 дня перемирия. Как вы сейчас трактуете политику, которую проводят в Кремле, и от чего она зависит? Смотрите, то, что высказал в своих фантазиях в обществе знания, что тоже очень символично, Медведев, это ведь не новость никакая. В последние дни окончания Второй мировой войны у Советского Союза, у сталинского тогда режима тоже были члены этого режима, которые, собственно говоря, высказывали такие предположения: о чем мы дошли до Берлина, а что нам дальше не пойти, захватить остальные страны Западной Европы. Но от этой концепции отказались по одной простой причине. Потому что с той стороны, вот этой линии соприкосновения тогдашних сталинских войск Красной Армии и сил Западной Европы, кроме самой Европы, находились еще и американские войска, которые, собственно говоря, и сыграли решающую роль в исходе Второй мировой войны. Кто бы как ни хотел эту решающую роль переложить на Францию, на Великобританию или даже на Советский Союз, в составе которого тогда была Украина. Так что Медведев, он просто в своем амплуа, как та обычная марионетка, кукла, которая вертится на руке у того, кто ее посадил на эту руку, он высказывает такую концептуально ястребиную точку зрения. Примерно то же самое, что сейчас высказывает другой, приближенный к Путину, хоть и говорит, что в прошлом, человек Илларионов, который рассказывает о том, что надо Украине дать срочно ядерное оружие, и Соединенным Штатам надо включиться в войну на стороне Украины, чтобы началась полномасштабная такая мировая война уже с применением ядерного оружия. То есть Медведев со стороны России — это тот же самый Илларионов сегодня со стороны Украины. Оба выполняют одну и ту же задачу: не дать затушиться вот этому пожару, не дать остановиться вращению этой самой человеческой мясорубки, которая сегодня происходит на территории Украины. С другой стороны, Путин выступает в роли миротворца в противовес этому самому Медведеву и делает такие жесты, показывая, что он готов вообще к переговорам, он готов к миру. А вся проблема заключается
в Зеленском, а еще посмотрите к Зеленскому, какие примкнули типа вот как бы противники путинского режима, коим выставляется тот же Илларионов, который был советником у этого самого Путина. На самом деле этот Илларионов, по сути, выполняет ту же самую игру в интересах того же самого Путина, который, собственно говоря, тоже, конечно же, не заинтересован сейчас в прекращении боевых действий. Но всем своим видом пытается показать, что он к этому стремится. Ну, смотрите, показать давайте кому? разбираться в Конечно, причинах, Андрей, с вашего позволения, конечно. У нас не историческая дискуссия сейчас, но по поводу там американских войск, которые стали решающими во Второй мировой войне, с вами можно поспорить. Это важная ремарка, потому что даже по количеству уничтоженных нацистов, да, вермахта, то есть это несопоставимые вещи, и то, что советский солдат пропахал, условно, пол Европы до Берлина, высадка. Мы же помним, когда была высадка, да, в Нормандии, и вот эта встреча на Эльбе преподносится исключительно как позитивный факт, и большинство из, давайте так, немцев и примкнувших тогда к ним разных народов или представителей разных народов, да, все-таки перемолол российский солдат. А бесспорно, мы не будем, я не хочу в экономическую плоскость вдаваться, потому что ленд-лиз был предоставлен и Англии, и Советскому Союзу, американский, это тоже сыграло определенную важную роль. Не историческая дискуссия у нас, может, к 9 мая встретимся, поговорим по этому поводу. Тут можно с вами соглашаться, можно не соглашаться. В учебниках новых современных пишут так, что американцы победили во Второй мировой войне. Но это неправда. То есть мы это понимаем, потому что у нас тоже есть память не из учебника истории, а из поколенческая, что ли. Я хочу все-таки пытаться разобраться, так а почему Путину невыгодно остановить войну? Ведь он получает, по большому счету, достаточно серьезные преференции от Америки прежде всего и Европы, которая потом никуда не денется, если только откроется, вот этот ларчик отмены санкций, сотрудничества, торговли с американцами. Плюс мы понимаем, что Украину ждут непростые времена после условного завершения боевых действий. И, если Америка додавит юридически, если правда в плане Reuters, который был опубликован, что де юре Америка признает Крым. Украине куда деваться? То есть мы понимаем, что больше проблем и больше вопросов как раз таки будет с украинской стороны, политикума, общества по итогам войны проигранной. Потому что границ 91 года нет, в Крыму никто не пьет кофе в Ялте, на набережной, на Донбасс в Донецк не прорвались. Единственное, что продемонстрировали, это вылазки в Курскую область, Белгородскую область, которые отпирают и, в общем, замыкают границу, это направление на замок. Поэтому тут возникает главный момент. А зачем продолжать? Ради чего? Потому что если вы говорите, что Путин хочет продолжать, то это означает, что он в принципе солидарен с позицией Медведева, который говорит, надо всю полностью Украину уничтожить, весь режим, а потом решать, что делать с этой страной. Я об этом и говорю, что, конечно, солидарен. И опять, как бы вы не хотели обращаться к историческим параллелям, но причина та же самая, почему многие из окружения Сталина, а в общем-то говорят, что и сам Сталин, не хотели прекращать Вторую мировую войну этого самого 8-9 мая, а хотели продолжать двигаться дальше вглубь Европы. И естественно, вы совершенно правы, невозможно отрицать роль русского солдата, украинского, белорусского и многих других, которые входили в состав Советского Союза в победе в этой войне. Но всегда надо помнить, на чьих студебекерах и с чьей тушенкой они могли делать это свое продвижение. Поэтому сегодня Путин точно так же имеет амбиции захватить все, но опять, как и тогда, по окончанию Второй мировой войны, у него на пути сегодня стоит Трамп. Если бы не было Трампа, оставался бы Байден, пришла бы Камала Харрис какая-нибудь, то спокойно, никаких переговоров бы и не начиналось, которые начал сейчас Трамп. Шло бы продвижение и происходил бы захват украинских территорий все больше и больше при той
капельно-пипеточной помощи, которую продолжали бы давать Украине. Трамп же хочет остановить. И Путин наткнулся сегодня на Трампа. Но он хочет, естественно, из этой ситуации, в которой он оказался благодаря Байдену, благодаря, значит, лидерам европейским, извлечь наибольшую себя выгоду. Потому что сегодня понятно, что, исходя из ситуации на фронте, для него как бы есть возможности, он, по крайней мере, их видит, отжать как можно больше выгоды для себя из этого военного противостояния, из этой мясорубки. Но уперся он опять-таки в Америку, в лице Трампа. А та Америка, которая была в лице Байдена, она, наоборот, помогала Путину все это делать. Поэтому ситуация опять складывается парадоксальная. Трамп, который хочет остановить эту мясорубку, вынужден, с одной стороны, значит, переламывать нежелание Путина прекратить эту бойню. Но самое парадоксальное, с чем столкнулся Трамп, еще большее нежелание остановить эту бойню оказалось как бы у стороны, которую представляет сегодня Зеленский. Нелегитимно причем. И поэтому для Трампа сегодня, как бы патовая ситуация, в которой действительно высказываются уже мнения, что в его окружении настроения такие, что плюнуть на все и пойти заниматься своими делами, вы там разбирайтесь, если вы такие сами все умные, делайте то, что вы считаете нужным делать. А мы посмотрим со стороны. Как, допустим, со стороны смотрит тот же Китай и наблюдает за тем, что будет, получает для себя выгоду. Америка тоже, уйдя в сторону, будет получать от себя выгоду. Если, допустим, Евросоюз примет еще какое-нибудь решение набрать долгов у собственных налогоплательщиков и начать закупать вооружение. А где он его будет закупать? Только в Америке. То есть Америка будет получать материальную финансовую выгоду от этой войны и спокойно наблюдать то, чем она закончится. Потому что на самом деле исход этой войны на Америку никак не повлияет, чем бы она ни закончилась. Даже если удастся украинской стороне вернуть, значит, территории в границе 1991 года, это никак не повлияет на ситуацию в Америке. И даже если Путину удастся захватить еще больше территорий украинских, это тоже никак не повлияет на ситуацию в Америке. Если... я должен уточняющий вопрос задать. А чего это вы так хейтите Илларионова? Да, потому что мне не нравится, что он работает на Кремль. Он помогает Путину и Зеленскому продвигать вот эту концепцию о необходимости продолжения бойни. Я категорически против всех бойн. Категорически против любого кровопролития. Категорически против того, чтобы в результате амбиций позорных тупорылых политиков погибал хоть один человек. Страдал хоть один человек. А сегодня то, что делает Илларионов, это продвижение, разжигание этой самой бойни. Сам при этом сидит в стороне. Все те, кто считают, что должна бойня продолжаться, должны ее возглавить. Идти в первых рядах и биться. Все, каждый, кто говорит о том, что нет, надо граница 91 года, надо вернуть, значит, Крым, хотя понимают, что это невозможно. Те, кто говорит, что надо дать сейчас ядерное оружие, а предоставление ядерного оружия уже в ходе, значит, боевых действий, однозначно приведет к его применению. Дальше, сами понимаете, что будет. В первую очередь пострадает, естественно, украинский народ. Часть Европы тоже пострадает. И я категорически против этого. Это моя такая жизненная позиция. Поэтому я сегодня выступаю с критикой конструктивной этого Илларионова, который занимается разжиганием войны. В открытую. Не скрывает это. Значит, если мы попытаемся стать на сторону разочаровавшегося и раздраженного, как говорит пресс-секретарь Левит, Трампа. Есть Путин, который предлагает перемирие на 3 дня. К Великой Победе, 80-летию. Есть Зеленский, который говорит, зачем ждать 3 дня, а давай завтра, вот прямо сейчас давай, на 30 дней. Так вот, если, таким незамыленным глазом глянуть, ты смотришь, думаешь, слушайте, у Зеленского правильная, интересная позиция. И смотрите, как он говорит, точнее, как он заговорил, что
Вот Украина против того, чтобы умирали люди. Нам важнее не парады, а жизни. То есть очень продуманная, риторически как бы выверенная вот такая вот позиция, и она выгоднее, чем у Путина. Но если немножко копнуть глубже, получается немножко как бы все выглядит по-другому. Ну, если попытаться не только со стороны посмотреть и абстрагировавшись, а так немножко разобраться в истории вопроса и то, что в том числе там в России называют первопричинами конфликта. Чья позиция более выгодна, отличается от оппонирующей? С чьей точки зрения? С точки зрения Трампа? С точки зрения Трампа и с вашей, конечно. Нет, с моей точки зрения и та, и другая позиция, они совершенно невыгодны ни для народа России, ни для народа Украины. Если у вас есть реальное желание договариваться, начать надо с чего? Зеленский сам себе и всем запретил разговаривать с Путиным. Отмени для начала этот приказ и иди разговаривай. Звони, значит, и встречайтесь и разговаривайте. Начинайте прямые переговоры о том, как прекратить эту бойню. А вот эти в паблике возвышенные речи, они ни к чему не приведут. Это всем понятно, что это в чистом виде пиар. Все, что делает Зеленский, он сегодня пытается поднять свой рейтинг среди населения Украины. Он боится больше всего потерять эту свою власть. Путин, естественно, тоже. Путин без власти себя уже не мыслит. И, естественно, до конца своей жизни он предполагает оставаться на посту главаря всея России. Значит, по такому же пути идет Зеленский, потому что он во всем повторяет Путина. И поэтому у них сегодня совпадают концепции. Нельзя ни в коем случае прекращать эту войну, потому что для Зеленского это приведет однозначно к потере власти со всеми вытекающими оттуда последствиями. А для Путина, значит, тоже нет смысла никакого прекращать эту войну, потому что за предыдущие 3 года Байден и Европа дали ему такие возможности, такие опции для полной победы, как он считает, в этой войне, что сегодня прекращение войны для него, с его точки зрения, должно сопровождаться, огромнейшими бенефитами и не когда-то в будущем, а вот прямо сейчас. Так а в чем смысл победы Путина? Как? Все же говорят, что он хочет захватить всю Украину. Тот же Илларионов постоянно вдалбливает в головы украинских зрителей, на которых он сейчас работает, что Путина преследует маниакальная идея захватить всю Украину, начать восстанавливать там Советский Союз. Хотя на самом деле это не факт. Это домыслы Илларионова и тех пропагандистов, которые пропагандируют продолжение войны. Дальше они начинают рассказывать, что если сейчас, значит, будет заключен мир с Путиным, то Путин обязательно соберет силы и двинет в другую сторону, на Прибалтику, и начнет там разворачивать свои боевые действия, чуть ли не на Польшу пойдет и все такое. Вот отсюда получается, что те, кто сегодня рассказывают о том, что можно закончить эту войну не с помощью мира, а только с помощью войны, они работают на продолжение этой мясорубки, что само по себе ужасно. И делает этих людей, по сути, соучастниками продолжающихся убийств ни в чем не виновных людей. Одни становятся жертвами в качестве мирных жителей, других силой загоняют на фронт, они не хотят воевать. И так с обоих сторон происходит. Поэтому, если вы хотите прекратить войну, что мешает начать прямые переговоры? Никакой Трамп, по большому счету, не нужен. Если вы заявили, один заявил, что хочу перемирие на 3 дня, другой заявил, давайте прямо сейчас хочу перемирие навсегда. Что мешает послать гонцов в обе стороны, договориться о встрече, накидать план этого перемирия? Как это было, кстати, в Стамбуле, в марте 22 года. Потом, правда, почему-то даже несмотря на то, что была уже на этом плане подпись Арахамии, как недавно я слышал, уверял некто Алексей Алексеевич Венедиктов, что своими глазами видел этот документ,
почему-то после этого, значит, Зеленский сказал, что нет, не будем ничего подписывать. А можно было тогда еще остановить эту бойню. И опять-таки, если верить Венедиктову, там был такой был документ, что он настолько был выгоден Украине на тот момент, что его неподписание – это уже преступление со стороны тех, кто отказался его ратифицировать в дальнейшем. Ну, имеется в виду украинская сторона, потому что русские-то были готовы. Но решили продолжать дальше. И вот 3 года смертоубийств, которые сейчас не могут закончить. Ну, что мешает сейчас опять собрать на какой-нибудь нейтральной полосе, значит, представителей и начать оговаривать условия установления мира? Не на 3 дня, не на 30, а на веки веков. Ну да. Так и хочется добавить аминь, но это, наверное, слово должен сказать Трамп. У него за 100 дней... О чем? У него 100 дней не получилось не прийти к этому результату. Ну, понимаете, Трамп все-таки он действует не в формате вот этих ЦК КПССшных бомбс, которые мы помним из Советского Союза. Вот к 7 ноября надо, там еще к какому-то празднику, еще к какой-то годовщине. Ну, не получилось-то почему? Потому что обе стороны, которые воюют, которые теряют жизни своих людей, не хотят этого делать. Ну, как можно заставить людей перестать драться, если они не хотят этого делать? И зачем вмешиваться, значит, силой, растаскивать этих людей, но не хотят драться? Ну, деритесь, если хотите. Если у вас не хватает ума идти договариваться. Причем исход... опять-таки, неизвестен. Вот если Америка отходит в сторону, прекращает поставлять оружие сама, значит, Украине, Путин продолжает боевые действия, Европа находит где-то деньги, начинает покупать у той же Америки оружие, и бойня продолжается, но исход не очевиден. Кто первый истощится. Ну, казалось бы, очевидно, что Украина, поскольку она менее подготовлена, менее ресурсоемкая, но тоже не факт. Всякие случайности на войне бывают. Выход США, ну, вообще из переговоров и из войны, и полностью как бы исход, я так понимаю, со стороны Украины, потому что оружие идет, то, которое выписывал Байден, самолеты летят транспортные в Жешув, оружие поставляется по тем программам. И, ну, собственно, как бы, ну, из Рамштайна уже вышли практически, да, и из других там групп, советников, разных планировщиков операций, если Америка выйдет. Это миф или как бы реальность? Что держит тогда, если ничего не получается, Америку в этом переговорном процессе? Нам уже прям оскомину набили эти фразы о том, смотрите, какого прогресса мы добились, как все хорошо. Вот это вот 1 неделя решающая, 2 неделя решающая пошла. Наверное, будет 3 неделя, в которой вот все точно решится. Ну, здесь с вами трудно не согласиться. Уже надоело это слушать, что вот сейчас еще немного и все такое. Но, с другой стороны, опять-таки, мы слышим слова о том, что если не получится, то мы уходим и все. И вот вам и решающая неделя. На этой неделе решится все. Америка уходит, а дальше разбирайтесь как хотите. Вот вам Европа в помощь вместе с Урсулой. Пожалуйста. Значит, привлекайте еще кого-нибудь. Этого вот Рамафозу Юаровского Зеленский может привлечь. Что он там у него просил помочь вернуть там сколько-то детей. И прямо сейчас уже видим, как Рамафоза, стирая, значит, пятки, мчится к Путину договариваться о возврате этих детей. Получится бесконечный абсурд, который приведет к гибели еще огромного количества людей в Европе, в центре Европы, в Украине, в Российской Федерации. Америка будет стоять в стороне, заниматься своими делами. Вон Канада там под боком. Опять канадцы выбрали этих леваков почему-то. Сейчас выборам уже никаким верить нельзя. Особенно после того, что случилось в Румынии. Как там все это происходит демократическими так называемыми методами. Все наглядно убедились.
С Гренландией вопрос открыт. Гораздо более важные проблемы. Ближний Восток – самая важная проблема сегодня, где может случиться такая же катастрофа, которая может случиться в центре Европы, если вдруг у кого-то хватит ума Зеленскому предоставить в руки ядерную бомбу. Пакистан с Индией сегодня на грани тоже войны. Тоже как-то все это размыто и не звучит так вот открыто на повестке дня, потому что все больше обсуждают, а что сказал Зеленский, а как он там сидел на стуле, значит, в Ватикане. И как Трамп там послал нахрен, типа, значит, Макрона, чтобы не мешался им разговаривать. Но это все настолько смешно. Никогда такого в жизни не было, чтобы обсуждались такие мелочи в широком паблике. Потому что на самом деле это зависит все не от этой показухи. Это Зеленский хочет все представить так, что чтобы все было открыто, чтобы все видели, как он, значит, борется за национальный интерес своей страны. А на самом деле все договоренности, они всегда происходят кулуарно. Никто о них не знает. На повестку уже в паблик выносят договоренности конкретные. А сейчас и вынести нечего. Поэтому все говорят, ну вот, поговорили, вроде как хорошо. Подождем еще недельку. Ну, опять-таки, Америке-то что? Америка, по большому счету, может еще недельку ждать, еще недельку, месяц, год. Страдает-то в первую очередь Украина, и она должна больше всего проявлять инициатив для того, чтобы эту войну прекратить. Мне так кажется. Россия тоже страдает, но Путину, к настоящему чекисту, ему всегда было наплевать на страдания там, простых людей. А Зеленский себя позиционирует чуть ли не как самым главным демократом всея Европы, но при этом ведет себя гораздо хуже чекиста Путина, судя по тем кадрам, которые мы видим из этих бусификаций и издевательств над людьми, которых загоняют на фронт. Вы знаете, просто такое ощущение складывается, что, собственно, непонятно зачем Европе, да, то есть продолжение войны. Вот если так посмотреть трезво, да, вот вы говорите, там же очень интересный момент, что на этих стульчиках в Ватикане Трамп отшил Макрона, говорит, в сторону, что многие сочли таким достаточно знаковым ходом. Ровно точно так же мы видим, как с Урсулой фон дер Ляйен Трамп на этих же мероприятиях в Ватикане по похоронах Папы Римского поговорил 19 секунд. 19, то есть нет встречи Урсулы и Трампа, он ее избегает, она ему не интересна, он встречается с лидерами государств европейских разных, да, в двухстороннем формате, там, в каком-то другом формате. То есть мы видим, что достаточно отношения Европы и Европы в том виде, в котором она сейчас есть, и Трампа достаточно напряженные. Да и сам этот визит, он быстренько уехал. Трамп не стал ни с кем там встречаться, какие-то там проводить, хотя вроде как оказия такая на похоронах. Вы что, о чем-то договориться? Это же там, святое дело, как говорится, там, похороненным папой клянусь называется. Да? Но Трамп по-другому строит свою политику. Что Европа получает от продолжения войны? Зеленский, понятно. Путин, там вы тоже объяснили. А Европа что получает? Ну, значит, смотрите. Во-первых, вот эти вот все встречи при оказе. Зачем в современном мире нужны личные встречи? Вот мы с вами общаемся. Вы общаетесь с огромным количеством людей. Вам что, надо для этого лично встречаться, что ли? Сегодня современные средства коммуникации позволяют хоть каждую секунду связываться с кем угодно и проводить любые беседы и переговоры. А вот это все лично встретился, там в глаза посмотрел, ну это все из репертуара 95-го квартала. Никому это не нужно на самом деле. В чем интерес Европы? Ну, в курсе, наверное, что в Европе огромные проблемы на самом деле. Экономические и внутриполитические. Засилие пришлых людей, чуждых этому обществу европейскому, оно на самом деле создает там огромнейшие проблемы. Европа старается этого как бы не замечать этих
постоянных террористических актов, которые происходят. И для них это отвлекающий маневр. Вот война, мы же помогаем там Украине. Украина борется за наши демократические свободы. Что такое демократические свободы, было наглядно продемонстрировано в Румынии. Чего они стоят. Поэтому есть и вторая сторона дела. Вот эта помощь постоянная, которая дается, как бы Европа же не просто так дает, она в долг это все дает. И куда уходит? Все прекрасно понимают, что эта помощь в огромном количестве разворовывается. Уже ни для кого это не секрет. Остается только дело за малым все эти факты обнародовать. И я думаю, что если Америка как раз выйдет из переговорного процесса, они все это обнародуют. Потому что информация уже там совершенно очевидно есть. Значит, как, на каких условиях предоставляется эта бесконечная помощь? Ну, тоже, я думаю, уже раньше это были догадки, а сейчас, глядя на все эти коррупционные скандалы, которые происходят в той же Европе, глядя на поведение той же самой Урсулы, с которой совершенно справедливо Трамп не хочет даже разговаривать, вот это конфликт интересов, мягко говоря, который произошел при закупке этой вакцины, когда было истрачено просто 4 миллиарда, это то, что на поверхности денег налогоплательщиков европейских, и суд отказался это расследовать, то есть не приняли заявление в результате, сказать, что не будем мы это расследовать. Это говорит о тех высотах, которые достигнуты в рамках вот этой демократии, так называемой, которую восхвалять продолжают некоторые глупцы, якобы существует в Европейском Союзе. И поэтому для всех таких сообществ, вот этих, даже не сообществ назвать, а кучек людей, которые задачей основной своей жизни, своей деятельности считают личное обогащение, для них война – это всегда вот эта самая мать родна, на которой можно наживаться. Обход санкций, опять-таки, все это же происходит, это же все факты постоянно вскрываются. Даже то, что было после 2014 года, когда были введены санкции, значит, и нельзя было поставлять никакое оборудование, связанное с военной промышленностью в Российскую Федерацию, когда все уже забыли, тогда были эти приборы ночного видения для танков, еще там что-то французского, германского происхождения было обнаружено в русских танках, значит, которые попадались в руки украинцев. Никакого расследования, никаких последствий никто не произвел. Хотя было совершенно очевидно, что это оборудование пришло из Европы уже, когда происходили санкции. Когда после вторжения Путина на территорию Украины были введены санкции, а семейный бизнес сегодняшней главы европейской дипломатии, этой Каи, значит, продолжал работать с Россией, это разоблачили, все, никаких последствий никто не понес. Более того, ее из премьер-министра Эстонии сделали главой дипломатии всего Евросоюза. Вот и все. Вот отсюда можно делать простые выводы, почему Европе, не Европе, жителям европейским нахрен эта война не нужна. А почему она выгодна вот тем, кто сидит за штурвалом и за этими завязками, значит, денежных мешков, деньги, причем налогоплательщиков, для них можно понять, почему все это продолжает быть выгодным. Ну, смотрите, в Европе, конечно, много других проблем. Тут недавно писал депутат один из Вены, да? Вена. Ну, Австрия, нейтральная страна. Да. Говорит, ну вот, пожалуйста, большинство первоклассников в школах Вены мусульмане. Все. То есть приплыли. Да, 41%, по-моему. Если не больше. Так, а что это? Это только Вена, что ли? А Франция? А Британия что-то другое? Это уже приплыли давно. И с этой проблемой никто не собирается разбираться. Считается, что все это как бы все нормально. Хотя это совершенно ненормально. То есть происходит в чистом виде замена населения. Одними людьми, традиционными для этой территории, для этой страны, для этой культуры, другими, которые не адаптируются в эту культуру, в эти традиции, а наоборот, они приносят свою, и они страну
переформатируют под себя. Зачем? Под ту культуру. Ну, если предположить, что это рукотворный процесс там, глобалистских элит, то зачем? Ну, видимо, глобалистские элиты решили... У меня нет ответа на этот вопрос, потому что я, живя в Британии, я не могу никак этого понять. Я разговариваю с простыми людьми, все этим возмущены. Ну, сейчас, кстати, недавно вот в Дувере, это город портовый, куда в основном приплывают эти на лодках иммигранты, уже начались там протесты. Но элиты, вот эти вот глобальные, видимо, они решили, что так легче будет управлять этим миром. Когда будет такой микс, когда люди теряют свою национальную идентичность, становятся такой аморфной массой, которые уже подчинены правилам, можно устанавливать любые правила, уже одно глупее другого. То, что мы видим сегодня, что происходит во всех странах. И управление этой массой, такой перемешанной, перемиксированной, которые не ощущают своей никакой национальной идентичности, оно гораздо более легким становится для тех, кто хочет этими массами управлять. И оно так и есть на самом деле. А когда люди уже вот в этой массе перемешаны, они не могут сплотиться, как люди одной нации, проявить свои, значит, национальное достоинство, какие-то защиту своих традиций, потому что все перемешано. У одних одни традиции, одна культура, у других другая. И люди всегда будут разобщены. И ими гораздо легче управлять такими людьми. Поэтому они так и делают, по всей вероятности. Но хотя на самом деле, если попытаться с точки зрения здравого смысла понять, это совершенно невозможно. Это понять. Так же, как невозможно было понять, зачем так поступили с ЮАР. Это же мировое сообщество так решило, чтобы была процветающая страна, где у власти находились совершенно разумные люди. Делали все для того, чтобы страна процветала, она процветала, чтобы население жило нормально. Взяли, переформатировали. Из Родезии сделали Зимбабве, из ЮАР сделали вот то, что сегодня представляет это Рамафоза. Что они хотят сделать с Израилем, тоже всем очевидно. Опять начался там сейчас судебный процесс в этом международном уголовном суде против Израиля, что он якобы запретил гуманитарную помощь поставлять в сектор Газа. Ну, там абсурд абсолютный. Но, тем не менее, все это на полном серьезе рассматривается, обсуждается, принимаются резолюции. И по странному стечению обстоятельств Украина почему-то всегда на стороне вот этих вот абсолютно абсурдных, дебильных резолюций против того же самого Израиля. Война Пакистана и Индии неизбежна, как вы считаете? И может ли условно на карте мира вот эта большая война, которая может обернуться разделом Пакистана или применением ядерного оружия, или какими-то там такими, серьезными последствиями, собственно, взять и закончить войну в Украине? Как клин клином вышибают. Да нет, конечно. Это наоборот. Только если что-то там случится, все-таки на границе, значит, в Кашмире там в основном все проблемы, то это только подольет масло в огонь, и в Украине эта бойня продолжится еще больше. Кстати, я вот смотрел вашу передачу с этим шпионом, как он себя называет, с Жирновым. Так и не получили ответа на вопрос. А чьи голландские высоты? А этот ответ на этот вопрос, он очень важен для того, чтобы посмотреть, опять-таки, и ответить на вопрос, а чей Крым? И вот то, что там происходит сегодня в Израиле, это все можно накладывать на то, что происходит в Европе, для того, чтобы понять, к чему вот этот глобальный мир, что он хочет сделать. Вот они сделали, значит, из сектора Газа такую кормушку, рассадник терроризма, и по всей вероятности они хотят то же самое сделать из Украины, чтобы Украина тоже представляла такой же рассадник постоянного, значит, конфликта в центре Европы, через который можно отмывать большие деньги. Чем занимаются все эти глобалисты в секторе Газа, и чем они, по всей вероятности, занимаются и с помощью взаимодействия вот этих вот всех обнимашек, там, рукопожатных с Зеленским.
Война в Украине идет к концу? Или мы просто на пороге нового витка и с еще большими ужасами эскалации? Ну, я думаю, что если все дело придет к тому, что Америка отойдет в сторону, то, конечно, будет еще больше эскалация, огромные жертвы будут происходить, и непонятно, чем все это закончится. А если Америка останется, но останется она в переговорном процессе в качестве посредника, опять-таки, чтобы не было ни у кого никаких иллюзий, и Трамп никогда этого не обещал, что он встанет на чью-то сторону. Он сказал, что он прекратит бойню в качестве посредника. Если он останется, и все-таки у этих двоих Вовочек хватит ума, значит, прислушиваться к голосу здравого смысла, то, наверное, завершение войны уже на горизонте где-то маячится. Политико пишет о том, что мирный план Трампа подразумевает конец власти Зеленского. Ну, они, конечно, утверждают, что это там приведет Украину к хаосу и к какому-то, ну, такому печату. Вот так утверждают, да, в издании. Но если так разобраться, ну, Трамп вот уже который месяц, по-моему, да, даже где-то, может, больше, ни слова, ни полслова о выборах в Украине не заявляет. Даже в этих пакетах условий, которые там слиты в прессу или специально переданы в прессу, или как бы которые прорабатываются таким образом через публичную реакцию, или действительно существуют. О выборах в Украине никто не говорит с американской стороны. Почему? А зачем о них говорить? О них уже все сказано. Любому, опять-таки, человеку, который немножко разбирается в этих системах, которые сегодня как бы установлены в демократических так называемых странах, совершенно понятно, что Зеленский давно уже никакой не легитимный президент, а человек, узурпировавший власть. Потому что необходимо было провести выборы, когда уже? Год назад, да, по-моему? А он все продолжает издавать нелегитимные указы о продлении военного положения, а такая же нелегитимная Рада, значит, продолжает эти указы утверждать и подтверждать. То есть, что о них говорить? Совершенно очевидно, что они должны состояться, как только при первой же возможности. А эта возможность когда появится? Когда не будет военного положения. А Зеленский делает все вместе со своей абсолютно карманной Радой, с теми же самыми Арахамиями, значит, и другими Стефанчуками, для того, чтобы вот формально это условие для проведения выборов не создавалось. Опять-таки будут возражать, а как во время войны-то выборы-то проводить? А войны-то нет. Войны-то как таковой нет, и есть просто военное положение. Де юре никто войну не объявлял никому. Поэтому, пожалуйста, проводите выборы. Как вы это будете делать? Ну, это ваша проблема. Никто же не спрашивает, значит, допустим, у того же американского, значит, истеблишмента, как вы там будете проводить выборы. Как надо, так и проводите. Есть война, нет войны. Это вопрос, опять-таки, внутренней конституции. Но на Украине-то войны нет. И в Украине тоже войны нет. А есть военное положение, которое установлено, собственно говоря, нелегитимным президентом и подтверждено нелегитимной Верховной Радой. Что само по себе абсурд, и на что вот эта демократическая Европа с ее демократическими институтами давно должны были бы обратить уже внимание. Потому что, ну, они, тем не менее, они спокойно схавали то, что Путин нелегитимный такой же. Но он был нелегитимный с 2000 года. Это только Илларионов утверждает, что он легитимно был избран, а Илларионов поэтому побежал к нему работать. Там все было не так на самом деле. Не говоря уже обо всех дальнейших этих процедурах, которые изменили формат легитимности для российских президентов и дали ему возможность быть бесконечным. Но Путин-то он как бы и не претендует на то, что приверженец он вот этих демократий, которые пропагандируются сегодня на Западе. А Зеленский говорит, что он именно в такой демократии существует, как демократически избранный президент. Но это же не так.
То же самое, как сейчас говорят, что вот в Румынии правильно отменили, значит, выборы, правильно отстранили этого парня, забыл, как вот Джанку, по-моему, да, от выборов. То же самое, что они сделали с Мари Ле Пен во Франции. Это что, демократические методы избрания власти? Нет, конечно. То же самое они хотели сделать в Соединенных Штатах с Трампом. Не допустить его к выборам через эти вот заказные, совершенно не правосудные судебные процессы, которые против него устраивали. Но в Америке есть одна загвоздка, почему это не удалось провернуть. Потому что в Америке у людей есть оружие. И вот эти вот демократические левацкие чуваки, которые хотели все это провернуть, они задним своим умом, который у них отсутствует на самом деле, они все-таки понимали, им кто-то объяснил, что люди с оружием, они представляют реальную угрозу для власти, особенно когда она нелегитимна. А люди без оружия, они угрозу для власти никакой не представляют. Да, В этом большое отличие. это есть такой путь. Ну, опять-таки, тоже ведь разобраться, если, да, в Украине тоже много оружия, много людей с оружием. Но, Так оно рано или поздно, я думаю, что этот фактор тоже повлияет, в том числе и на предвыборную обстановку. И сегодня, пока этих людей с оружием, их, значит, удерживают на фронте, это одна ситуация. А если вдруг эти люди с тем же оружием окажутся не на фронте, то, конечно, у них уже будут другие претензии к той самой власти, которая заставляла их с этим оружием погибать на фронтах. Непонятно, опять-таки, за что. За некую абстрактную идею там, национальной гордости или что там еще сегодня, независимость, свободу якобы, да, свободу вот в этих границах колючей проволоки для людей, когда нельзя никому выехать за границу, когда не могут за границу послать там даже каких-то специалистов для какого-то обучения, потому что многие остаются там и не возвращаются. Ситуация совка времен вот этого застоя там 70-х годов, когда любой, кто получал возможность выехать за границу, пытался первым делом там и остаться. Значит, ни в коем случае не возвращаться. Но о какой свободе, о какой идее? За что, собственно говоря, война идет с точки зрения простого украинца? У меня есть там знакомые, с которыми я общаюсь, которые воевали там на фронте, а сейчас они, значит, получив тяжелые ранения, и совсем другие настроения. Какие были настроения у этого человека в марте, значит, еще 22 года, и какие настроения сейчас. Сейчас никто не понимает, а за что, собственно говоря, воюем. Если нам не помогли, Украине имеется в виду, в самом начале этой войны, когда можно было отбросить противника, напавшего, кормили обещаниями о вступлении в НАТО зачем-то, но ничего не сделали. Ради чего мы сейчас-то там гибнем, самое главное? ну, как, ради чего? Ради Агрессор чего? пришел на землю, вот мы выгоняем его, останавливаем, чтобы не пришли, не забрали дома. Ну, вот это вот пропаганда рассказывают, там разные ролики пускают. И для Да. 18-24, и для других, в принципе, да, вот что показывают нам молодых ребят, которые вот это вот говорят, что я лучше пойду их убивать, чем они придут ко мне. Вот это, ну, вот как бы вот так в таком духе это все вот так вот Это живет. в чистом виде пропаганда. А при этом, значит, параллельно работают эти ТЦК и силой гонят людей на фронт, потому что никто не хочет идти сам и умирать. За что? За то, чтобы нельзя было на русском языке на территории Украины разговаривать, получается. Вот это основная идея. Ну, это бред. И понятно, что эти элиты, которые захватили власть, они свои интересы преследуют в первую очередь. И совершенно не думают о том, что произойдет с народом, с основным. Ну, не смогли победить. 3 года уже длится война. Не смогли победить. Значит, надо находить какой-то выход для того, чтобы сохранить хотя бы нацию, чтобы народ сохранился, чтобы все-то не погибли заради этой возвышенной идеи. И почему, опять-таки, те, кто вот строит эту пропаганду, те, кто являются пропагандистами сегодня под руководством этого Подоляка из офиса президента, значит, почему сами они не на фронте? Казалось бы, если вы вот так считаете, если у вас такие идеи,
Ну, будьте вы настоящими мужественными людьми, возьмите оружие, показывайте личным примером, как надо воевать, как надо защищать родину, чтобы они пришли в ваши дома там. Ну, дома-то у них у всех уже в других странах. Вот что характерно. Сейчас в Европу приезжаешь, там огромное количество можно встретить украинцев, которые там разговаривают по-русски, причем имеют там хорошие недвижимости, и все у них в шоколаде. Рассказывают о том, что да, надо сражаться до победного конца обязательно. Сами при этом в Европе. Но это уже очевидно. Все вот эти вот диванные пропагандисты, которые сегодня больше всех кричат о том, что надо продолжать войну, они практически уже давно там не находятся, где они предлагают продолжать войну. И у них все хорошо. Ну, у людей плохо, да. Да, у людей плохо. Но если кто-то призывает идти воевать, то идите сами в первых рядах. Это основной принцип. Если вот тот же Илларионов, значит, кричит, что войну надо остановить только с помощью войны, ну, возьми ты сам автомат и иди, значит, вот Курскую область родную тебе освобождай, значит, от путинских чекистов, на которых ты всю свою сознательную жизнь работал вообще-то. Вот теперь исправь свою ошибку. Но только не вот этим вот бла-бла-бла и запудриванием мозгов, а личным примером. Руки, ноги есть, значит, может воевать. Но не идет почему-то. Андрей Корчагин был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Да, вам спасибо, Александр, и всем всего наилучшего. Друзья, берегите себя, добра и света. Увидимся.